Здравствуйте, друзья! Некоторое время назад мне было очень сложно записывать такие видео, потому что мне нужно было выучить текст или приготовить суфлеры. Это очень большое, громоздкое оборудование. И многие до сих пор из вас не снимают видео только потому, что им нечего сказать в камеру. Но, слава богу, совсем недавно я наткнулся на сервис, который позволяет снимать видео, не отводя глаз от вашего гаджета. То есть весь текст будет у вас на экране, и вы будете записывать это на вашу камеру. Здесь появился новый сервис, который позволяет размещать текст поверх любого приложения, будь то прямая трансляция в YouTube или Facebook или Instagram, или же съемка вашего видео. И давайте я покажу, как это работает. Итак, я установил это приложение, оно называется Oratory. Мне сейчас придется выключить запись видео, смотрите, как я это делаю, вот так. Но прежде чем это сделать, давайте откроем другое приложение, которым я раньше пользовался. Это приложение, которое называется DV Prompter. Я покажу вам, как оно работает. Это приложение вы можете использовать для видеосуфлера, если не хотите использовать встраиваемое приложение. Итак, у меня есть прогноз погоды, тренировочный текст для дикторов. Я открываю его, нажимаю «Старт», и, пожалуйста, у вас пошел текст. Скорость, размер шрифта вы можете регулировать. Вы можете начитывать этот текст и таким образом не отводите взгляда от камеры. Но это приложение не совсем удачное, потому что оно требует еще надстройки некого сооружения, суфлера, где вы будете ваш планшет размещать таким образом, чтобы можно было в зеркальном отражении показывать текст. В этом отношении у этого приложения, у DV Prompter, есть настройки, которые позволяют зеркалить ваш текст. То есть для того, чтобы использовать его в настоящем приложении, вам необходимо делать следующее. Вот я сейчас покажу, есть такая Mirrored функция. Можете не включать, можете включить. Давайте мы ее включим и посмотрим, что же получается у нас с вами, когда мы запускаем текст. Выбираем. Для того, чтобы отредактировать текст, нажимаем Edit документ. Start Prompt – это значит включить текст. И вот такая штука у вас возникает на экране. Но все нормально, если вы положите рядом правильное отражающее устройство, то есть суфлер, у вас текст будет напротив вашего объектива, и вы сможете его читать нормально. Это для телевизионщиков такая штука придумана. Почему прогноз погоды? Потому что это самый простой текст, на котором легко тренироваться. Давайте попробуем, как это будет выглядеть. Как только текст доходит до середины, вы читаете. Вы слушаете прогноз погоды в студии Артем Пономаренко. Здравствуйте. По информации синоптиков, сегодня в Киеве ожидается комфортная летняя погода. Температура воздуха прогреется до 25 градусов, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%. Завтра также, вот видите, я не успеваю, потому что 655 миллиметров ртутного столба нужно было писать словами, тогда было бы проще читать. Давайте еще раз. Сейчас же все записывается у нас. Мы должны пример хороший показать. Итак, вы слушаете прогноз погоды в студии Артем Пономаренко. Здравствуйте. По информации синоптиков, сегодня в Киеве ожидается комфортная летняя погода. Температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Завтра также ожидается хорошая погода. Температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла, осадков не ожидается. Это был прогноз погоды. В студии работал Артем Пономаренко. Вот так читается текст при помощи суфлера, но теперь возникает вопрос, как же его разместить-то поверх приложения или поверх камеры, если мы пользуемся одним устройством. У нас нет двух устройств, на котором мы можем показывать и на другом мы можем снимать. В этом случае нам помогает следующая штука. Мы берем наш текст прогноза погоды, открываем опять это приложение, выбираем «Редактировать документ». И заметьте, я всегда оставляю большое количество пробелов в верхней части, чтобы вам можно было успеть включиться в текст. Если вы сразу запустите текст, то будет очень тяжело его читать. Итак, я выделяю сейчас этот текст, копирую его и вставляю в приготовленное уже для нас приложение.
Из этого приложения DV-Prompter мы можем выйти. Мы открываем приложение Oratory. Oratory, наверное, читается. И здесь мы вводим текст. Опять делаем пробел и вставляем скопированный текст. Пожалуйста, готово. Теперь наш текст готов к работе. Мы можем его включать. Для этого давайте попробуем это сделать. Мы нажимаем на текст. И вот, пожалуйста, здесь у вас есть такая вот штука. Вы можете его свернуть теперь. Или можете запустить, нажать. Вот этот текст теперь у вас отображается поверх ваших окон. Понимаете, классно, правда? И для того, чтобы ваша камера начала работать, для того, чтобы вы сняли это видеообращение, вы выбираете вашу камеру. Можете его, кстати, свернуть, чтобы она пока не мешала. Выбираете вашу камеру. Вот она появилась. Поворачиваете. Теперь у вас есть вот это вот приложение. Вы его раскрываете. Размещаете его как можно ближе. Вы можете его пошире раскрыть. Вот, пожалуйста, вот так. И теперь можно попробовать записать этот текст. Но давайте сначала просто проиграем его. Вы слушаете прогноз погоды в студии Артем Пономаренко. Здравствуйте. По информации синоптиков, сегодня в Киеве ожидается комфортная летняя погода. Температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Вот здесь я бы все-таки поставил пробел, потому что я чувствую, что я не успеваю прочитать этот текст. Ну никак. Поэтому наша задача сейчас открыть это приложение, можно так свернуть, вот сюда и зайти в редакцию. И после влажности 65% нам необходимо сделать пробел. Отлично. Может быть, даже вот так достаточно будет. Потом нажать «Готово». Супер. Теперь мы опять открываем камеру и нажимаем на наш текст. Пролистываем в начало, пробуем прочитать еще раз этот текст. Вы слушаете прогноз погоды в студии Артем Пономаренко. Здравствуйте. По информации синоптиков, сегодня в Киеве ожидается комфортная летняя погода. Температура воздуха прогреется до 25 градусов, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%. Очень быстро, видите, не успеваю. Что можно сделать в этом случае? Нажимаем на иконку с человечком и замедляем нашу скорость. Окей, нажимаем на галочку. Пробуем прочитать этот же текст еще раз. Готовы? Давайте вместе со мной. Вы слушаете прогноз погоды в студии Артем Пономаренко. Здравствуйте. По информации синоптиков, сегодня в Киеве ожидается комфортная летняя погода. Температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%. Тоже не успеваю, потому что вначале замедлялся, а нужно было читать живее. Значит, мы понимаем, что нам нужно размещать слова таким образом, чтобы у нас на экране появлялось комфортное количество слов. Или же сделать размер шрифта поменьше. Отлично. Тогда мы будем все успевать. Видите? Нажимаем на галочку, возвращаемся в начало и пробуем прочитать еще раз. Вы слушаете прогноз погоды в студии Артем Пономаренко. Здравствуйте. По информации синоптиков, сегодня в Киеве ожидается комфортная летняя погода. Температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, ветер восточный 3 метра в секунду. Не успеваю. Делаем скорость еще медленнее. Еще медленнее. Отлично, потому что чем меньше текст, тем больше текста появляется на экране. Да, эта игрушка требует настройки, но после того, как вы ее настроите, вы сможете спокойно читать текст. Секундочку, что-то у меня заглючило. Прогноз погода. Запустить. Камера. Отлично. Еще раз запускаем наш прогноз погоды. Растягиваем текст, как нам нужно. Желательно разместить его поближе к камере.
Давайте будем пробовать еще раз. Вы слушаете прогноз погоды в студии Артем Пономаренко. Здравствуйте. По информации синоптиков, сегодня в Киеве ожидается комфортная летняя погода. Температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Завтра также ожидается хорошая погода. Температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла, осадков не ожидается. Это был прогноз погоды. В студии работал Артем Пономаренко. Отлично. Как только вы видите, что все нормально, у вас все получилось, вы перематываете текст. После того, как вы порепетировали этот текст, вы можете приступать к записи. Давайте начнем. Вы слушаете прогноз погоды в студии Артем Пономаренко. Здравствуйте. По информации синоптиков, сегодня в Киеве ожидается комфортная летняя погода. Температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Завтра также ожидается хорошая погода. Температура воздуха прогреется до 26 градусов, осадков не ожидается. Это был прогноз погоды. В студии для вас работал Артем Пономаренко. Видите, получается еще не точности, но дело в том, что таким образом мы вместе с вами уже можем понимать, что у нас есть подсказка, мы можем выстроить темп нашей речи, мы можем выстроить скорость, мы можем выстроить шрифт, и это все будет у нас на экране на телефоне. Вот такое приложение, такой сервис появился в интернет, скачивайте его с Google Play или App Store и пользуйтесь, используйте на здоровье. С вами был Артем Пономаренко, увидимся в следующем видео. Пока.